Итак, доброе утро, ребята, 24 октября, понедельник, 8:50, мы стартанули, 20 километров мне, до места выгрузки моей соломы, сена. 24-ку отстояли с вчерашнего дня, вчера уже ничего не снимал, вчера делал видео, отдыхал, разговаривал с друзьями, с семьей, с родней, что день прошел, так сказать, релаксе. Место такое нормальное. Единственное, говорю, что вот там, в принципе, можно было в одном месте встать еще так, типа, с маленьким нарушением, не в елочку, потому что дальше я увидел, машина стоит прямо на этой колее. Но я решил сделать как бы красиво, и поэтому встал в карман. Время, слава богу, хватило, успел тютелька в тютельку. Поэтому там в начале видео будет, наверное, вчера. Посмотрим, как будет. Вот. Что еще? Пришел запрос с компании, сколько я отработал за прошлую неделю. Это еженедельно, не спрашивают, бухгалтерия. Написал 6 полных дней. Вчера по указанию из офиса еще ехал утром до выгрузки. Как бы вот так. Посмотрим, оплатит, не оплатит. Потом расскажу. Прошлую неделю мне 5 дней начислили. Позапрошлую неделю 5 дней начислили. Так и есть, так и было. 5 дней, я просто эту неделю хотел отработать чуть побольше. 6 дней, поэтому стремился взять субботу. Мне можно было по закону брать в субботу. Что я и сделал. Обе ночи на паркинге, вернее, одна ночь на паркинге прошла нормально, никто не пытался, хотя были какие-то странные личности у меня тут, вокруг меня ходили, я не знаю, с чем это связано. Один вообще стоял так возле бака, смотрел на мой, там написано на баке алярм, система работает, так что, сори, не надо трогать крышку бака, Может, поэтому он обратил внимание. Мне же куда, мне же сейчас надо наверх и на разворот, чуть не уехал, опять. Цуолы, а мне в Кампен надо. Вот. А вот та ночь была, проснулся от сигнализации, увидел такую отъезжающую машину, даже не понял, что это минивэн, бус. Франция, границы, Бельгия и Голландии тоже не все так гладко. На паркингах нужно беречь топливо, то есть установиться там, где вы считаете безопасность, и наблюдать, как действуют другие водители. Потому что позапрошлую ночь я так удивился. Мы стоим в елочке, почему водители не становятся до линии? Причем все, скажем, не все, 95%. Всех стояло, не доезжая до линии. Потом я так подумал, наверное, что не хотят, чтобы кто-то сзади становился. Видно, что-то тут неладное. И я решил поставить алярм локи на оба бака. Ребята, скажу так, что кто смотрит видео, тот знает, я не слышал ни одного будильника, ни одного из 5. Включая автомобильный, который здесь в кабине стоит. Они все достаточно хорошо у меня работают и не дадут мне там проспать. 3 часа, больше проспал. Голова, как этот самый была, как чайник гудела. Слава богу, что все хорошо. И двери были открыты этого самого трейлера. У меня там пусто было, у меня там только ремни можно было бы. Хотя я даже не считал. Нет, вроде ремни все на месте. Если бы сперли, сразу бы все сперли. А сейчас здесь так нормально, спокойно. Но все равно я бы ставил алярм локи, чтобы
замки, да, на сигнал, чтобы не было. Чтобы спать спокойней, дорогому товарищу, так скажем. Ну а что, погода вчера испортилась вечером, пошел дождь, гроза, молнии сверкали. И, короче, у меня так получилось, что, пропал интернет теленоровский. До сих пор его нет у меня. Я не знаю, как там у Витька, но у меня его нет. Приходится переключаться на биты. Я за это время 150 гигабайт, который брал с начала октября, уже потратил 140. Вот такой вот расход у меня, ребята, поэтому трафику. Много пользуюсь интернетом, потому что здесь на базах я не бываю, где можно как бы получить интернет, да. Как в Хейстеркампе, на базе хоть там отдушина, можно какое-то количество видосов закачать на базе, да, по бесплатному Wi-Fi, грубо говоря. И, кстати, когда ехал по Бельгии, не по Бельгии, по Франции я еще ехал. В одном месте меня сфотографировал радар, но там 70, я шел, наверное, 75. Витька говорит, что это вряд ли тебя, может быть, какую-то машину проезжающую. Но не прямо передо мной, но так метрах 20, наверное, до меня. Ну да, посмотрел, если нарушение до 20. Фиг его знает с этими французскими правилами новыми. Они же там говорили, что ведут чуть ли там, если на 1 километр не нарушаешь, тогда будет типа штраф. Ну, посмотрим. Ну а так я посмотрел, что во Франции штрафы, если до 20 километров, то 68 евро может быть прийти штраф. Ну, как есть, так есть. В следующий раз буду эту точку, я себе ее отметил. Буду внимательно проезжать и смотреть, какие там знаки. Не было там какого-то другого как бы ограничения. Там даже и 70 не было, там 70 было дальше. И это ты самый. Да, там даже не было 70. Это я так уже. 70 было перед самой. Там паркинг есть. И в правую полосу 70, потом 50. На который я заехал. Там 45 минут я отстоял. Да, вчера выехал с того паркинга. И, мне нужно было проехать 2 часа, там, чуть больше, 2 часа 6 минут я мог проехать, да, поскольку у меня 8:50 заканчивалась неделя рабочая. Я скажу, где-то час я ехал в одном месте, было там 2 места на паркинге, но потом даже заезжал, в лесном паркинге были места, когда там первый раз попал, первый свободный паркинг лесной, были места. Но мне-то надо было как можно ближе приехать. Я решил оставить 2 последних паркинга. На сладкое, так сказать. Но заехал на предпоследний, который перед этим мест нету. И потратил там пару минут и заехал сюда. Вот как бы мест не было, но вот было то аварийное место, про которое я говорил. И вот это место как бы между бусом и коллегой, я в него, как парень заехал. Вышел, посмотрел, смотрю, там еще 5-8 метров можно проехать задом, но оставил тапки на дороге, чтобы видеть метку. Я ставлю метку, кто-то ставит ветки, да, я тапок оставил. А там идет этот голландец, говорит, осторожно, на тапок не наедь. Я говорю, это мои, я специально их отметил. Он говорит, ну окей тогда. Ну я говорю, помоги мне посмотри, там, сколько места. Он посмотрел, говорит, нормально. Ну я быстренько припарковался и закончил неделю ровно. Тютелька в тютельку. Ну, там может быть пару минут. Я сначала подумал, у меня 5 минут в запасе, когда я закончил. Нет, там оказалось буквально 2 минуты. Ну, скажем, тютелька в тютельку я закончил рабочую неделю. Такие вот дела, ребята. Но это уже все в прошлом.
это уже все пережито. Если бы у меня время закончилось, ну что, я бы... Ну, единственное, я бы поехал бы на место выгрузки. Но тогда бы писал объяснительную в чеке, что нарушил недельную. Там мне-то оставалось, в принципе. Это сейчас я вот пошел тут, можно было налево пойти, но там неудобно идти. Я сначала, вернее, не то, что неудобно идти, я прощучил это дело, что тут надо, можно налево, и сразу уходишь на перекресток. Я поехал прямо, поэтому 20 километров. А там, по сути, было 12 километров, по-моему, до места выгрузки. Но сейчас уже остается 7 километров. То есть я поехал на разворот и еду сейчас обратно. Остается 7 километров. И, кстати, посмотрю, если там есть место, обязательно поставлю себе точку. Везу я солому, как говорил уже, да? Кто смотрит мой канал или там где-то видел, я уже как-то один раз на Юске, по-моему. На Юске, наверное, да. Я солому уже возил. Но я думал, что в это же место везу. Нет, я возил в другое место, потому что я так посмотрел по Гуглу информацию, ну, на карты, да, там со спутника. Нет, это не то место, где я был. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но там-то было все знакомо, хотя я там один раз был, но там все понятно. А здесь не знаю. Ну, сам процесс-то я знаю примерно. Надо отнести бумаги, потом заехать на весы, потом заехать на выгрузку, открыться. Я думаю, что обе шторы надо будет открывать. Чудак проверит влажность, наверное, этого материала, сена, блин. И тогда начнут выгружать. Ну, метла у меня есть, если что, я там уберу все это дело. Остатки. Я не знаю, для чего это сено возят, сено или солома это. В брикетах больших. 29, он говорит, там 1000 килограмм. Ну, что-то как-то я сомневаюсь, там 1000, там больше, по-моему. Килограмм, чем 1000. Он так сказал, 1000. Ну, ладно, я-то не могу взвешивать. Написал в СМР-ке 1000. А сколько там по факту? Фиг его знает. Посмотрим. На весах посмотрим. Хотя, что там смотреть на весах? Машина. Сколько там прицеп весит с машины? 16, 17. А сколько мне показывает? У меня вес 14,5. Сам тягач, по-моему, 7 тонн весит. Фиг его знает. И 6 тонн прицеп, наверное, весит. И даже, кстати, блин, искал информацию, сколько весит прицепы, блин. Так и где-то не нашел. Либо я уже забыл, где-то в районе 7 тонн, по-моему, весит. Я, может быть, действительно я тонну весу. Ну, блин, тонну, блин, 29 тюков. Не может же быть 50 килограмм тюк. И вот это рукой можно было поднять. Да нет, наверное, один тюк это... Ну, я даже не представляю, кстати, да, надо будет поинтересоваться, сколько один тюк весит. Тонну, не, может быть, 10 тонн? Я-то еще согласен. Но тонну что-то как-то слишком маловато. Ну, вот сейчас уже будем поворачивать. Через 700 метров будем вправо уходить. Называется компания Уранд Грамслут. Гранслут. Грейн трава, по-моему, по-английски, если не ошибаюсь. Надеюсь, по-голландски написано. И, кстати, мне тут буквально 40 километров было от той точки до базы. Но, возможно, я поеду на базу. Надо показать тоже бокс, что вот сломан, блин. Объяснить, почему так произошло. Да. Надо помнить, что там эти пластиковые боксы, если, блин... Ну да, ну что ж поделать. Человек хотел мне помочь, как мог, блин, но... Он сам даже не видел, что там бокс есть, потому что было темно, дождь. Как помог, так помог. Потом только единственное sorry. Я тоже говорю sorry. Я тоже скажу директору sorry. А
А там посмотрим, как и что. Так, нам здесь нельзя, нам надо вот в эту полосу сразу заходить. За мной никого нету. Удивительно. Обычно, блин, чтобы за мной не ехал коллега, блин. Всем надо именно за мной ехать. Не, пусто, ребята, смотрите. 1,5 километра еще. Ну, скажу вам, дело это грязное достаточно. Грузить солому, потому что там такая известковая глина была. Надеюсь, мы найдем это место, блин. Там я не вижу, чтобы сено выгружали. Если нет, то будем искать 1,1 километра еще. Даже не пахнет сеном, слишком чисто. Там возле, блин, канала была такая база. Ну, здесь вот, например, я бы, конечно, не смог встать на паркинг. Если только куда-то сюда заехать, но здесь ворота, они, я думаю, закрываются. Ну, может быть, вдоль дороги, как бы уже на аварийной фигне объясняться. Ну, может быть, можно было. Хотя там, по-моему, знак стоял, что запрещена стоянка. Только бочку вижу, навстречу вот идет какая-то фура. Даже не знаю, для чего солома. Может быть, добавляют ее там в бетон, в плиты эти бетонные дома строят. Вроде так, я слышал, что добавляют. Может быть, какие-то панели делают для домов. Знаете, есть панельные дома, которые собирают. Так. Ну, тут какие-то утеплители, вот возможно. А, вот Grand Slot. Есть тут написано такое название. Типа показывает там тупик. Ну, понятно, что там-то тупик. Машина одна стоит. Тоже встанем. Погода такая тоже сегодня, блин. Там ветер был рваный. Ой, здесь рядом под вентилятором. Ну, в принципе, можно было здесь постоять. Вот, найти место. Вот, здесь, на обочине. Вчера приехать, но... Ну да, можно было, если очень захотеть. Так, чудак выходит без жилета, без ничего. Стал он не очень хорошо. Интересно, как тут заезжать надо будет. Ну, мог и проехать, блин. Парк Карен. Здесь сюда вот налево или что-то? Мог и проехать чуть-чуть, ёпарасоте вообще-то. Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Потому что очень плохо мы стало, так скажем. Надо задом сдать. Чтобы, блин, мало ли кто-то будет заезжать или выезжать. Какой-то непонятный. Не голландец, не... Задом уже так езжу, блин, как передом. Действительно, блин. А что он там задом сдает, коллега? Проехал. Я думаю, вот так мы станем. И будет нормалек. Вперед. Да, вот так. Пойдем куда-то, показывается. Ну да, вот туда, там. Пойдем. Ну да, ребята, как я и говорил, сейчас на весы вот здесь.
Там передо мной коллега. Ну хорошо, что он передо мной. Буду смотреть на все его телодвижения. На все его телодвижения. Сейчас он стоит. Подождем, когда он начнет движуху. Иначе я тут просто закрою ворота. Может, зря завел. Там и металлолом какой-то там выгружают. Там. Все, получил задание. Теперь интересно, куда он там поедет. Сразу налево или там за эти? Или задом будет сдавать? Так, поехал прямо за весами. Нет, смотрите, сразу заворачивает налево, за домом. Или нет, он на выезд идет. На выезд идет. И туда дальше. Ребята. Или он, блин, может быть, уже закончил выгрузку. Там же тупик нарисован. Ладно, потом. Там дадут все равно карту. Потом там налево идет, да, куда-то. Хотя не, наверное, он тоже с грузом пришел. Пойдем еще раз сходим. Дали баночку такую. Такую вот. Анализы взять надо. Какие-то. Принести им. Когда обратно поеду. За бумагами, наверное, когда поеду. Куда-то там в тупик самый. Налево повернуть потом. Ну ладно, найдем там этого коллегу. Там налево, потом до конца, потом опять налево. И потом опять налево. Нету никого. Здесь, по-моему, налево. Здесь какая-то металлическая хрень. Перепроложить? Не, мне уже не надо перепрокладывать, я уже приехал. Перепроложить? Не, ребята, не надо. Мы едем уже по месту назначения, я так понимаю. Правильно. Ну, я надеюсь, правильно. Там посмотрим. За тем ангаром надо, по-моему, налево и... Там дальше надо было. Или вот сейчас налево. Не, вот сейчас налево, по-моему.
Блин, ну здесь ворота. Джон Бейкер. Не, нам точно не сюда. Бэм-бэм-бэм. Что-то как-то я... Камбен. Сюда, что ли? Я ошибаюсь? По-моему, вот он стоит, да. Здесь жду. Мне уже пришло задание. В одном месте 2 погрузки. В Эммоне, это 100 километров отсюда. С 8 до 5 погрузка. 2 референс номера. Сначала 1, 4 койлса. А потом, по-моему, второй. Еще 2 койлса. Гудерен, Алджемен Гудерен. Что именно, я не знаю. И куда именно пойду, я тоже не знаю. Ну так что вот так, ждем, пока все случится. Стою я 4-й в очереди, кого-то там выгружают уже. А я 4-й. Надо посмотреть, может быть, надо будет одеть робу. И главное, не забыть анализы сдать. Хайды. Коробочка с анализами. Вот так. Немножко травки. Голландской травки немножко, блин, сюда зафигачить. Офигеть. О, ладно, пока можно перекусить что-нибудь второй раз. Закончили мы выгрузку, блин. Блин, ждал больше 2 часов. Скажу точно, блин. Приехал в 9:13, выгрузка началась в 11:45. 2,5 часа ждал. Спрашивал, куда ставить? Вон туда ставить. Начинаю ставить, говорит, ближе, ближе, назад, ближе, ближе. Я говорю, так я спрашиваю, куда ставить? Я ж фиг его знает, с каких, с 2 бортов. Смотрю, там поляк чистится, думаю, с 2 бортов. Ни раз, с одного. Потом не может вытащить, говорит, а что мне делать? Я говорю, ну ты же грузчик, блин. Возьми одну, блин, в сторону опусти и вытащи. Как меня загрузили. Сейчас мы едем обратно, как я понимаю. Надо вот анализы набрал. Солома. Отнести и получить бумаги. Вот, кстати, поляк впереди меня идет, как лоцман. Но у него то же самое. Потом я хотел чистить машину, там сбоку стоит, до этого поляк. А этот стал, не поляк, румын. На выгрузку встал туда. Ну, встать-то встал. Сейчас на весы опять, наверное, надо ехать, да? Я понимаю. Не с той стороны, я хотел стать там чиститься, а он стал туда на выгрузку. Пойду отнесу, что-то как-то этот еще так долго здесь стоит. А, это с другим материалом. Пойду отнесу анализы.